Всем добрый здрасте. Итак, я продолжаю свой ремонт. Решено было начать с маленькой комнаты, так как она меньше по объему и находилась в самом плачевном состоянии. Решено, сделано. Начал я с заливки пола. Много где встречал в интернете, что следует начинать со стен, но я решил начать с пола, так как в этом случае при штукатурке стен то, что будет падать на пол, можно будет подобрать и использовать снова. В коридоре я уже залил пол. Середина этого помещения была на 4 сантиметра выше, чем края, поэтому пришлось выравнивать. Намешал раствора для маяков и приступил к установке. Миксера тогда у меня еще не было, поэтому мешал все вручную. Маяки установил не параллельно друг другу. И вообще, какая разница, под каким углом они друг к другу? Главное, чтобы в одной плоскости. Слой заливки был достаточно большой, местами 7-8 сантиметров, поэтому я начал искать способ сэкономить раствор и облегчить себе труд. Вариант был один – использовать наполнитель. Поначалу решил использовать керамзит, но узнав его цену, этот вариант сразу отпал. На просторах интернета наткнулся на такое понятие, как пенополистирол-бетон. Простыми словами, раствор с добавлением пенопласта. Цена очень привлекательная. Пенопласт занимает много места, и он очень легкий по весу. Первый слой я залил с пенопластом, оставив примерно 7-8 мм на окончательный слой. После чего залил верхний слой уже чистым раствором цемента и просеянного песка.
Итак, пол залит. А дальше? А дальше делаем стены. Схема точно такая же, как и с полом. Устанавливаем маяки. Маяки, кстати, устанавливал под нитку, если кому интересно. Обязательно все грунтуем и поехали штукатурить. Пенопласт, естественно, я в штукатурку не добавлял.
Вот так по итогу выглядит оштукатуренная комната. Многие пугали откосами на окна, на двери, типа сложно и очень долго делать. Но не так страшен черт, как его малюют. Очень помогло видео Виталия Лужецкого. Огромное ему спасибо за это. Сделал все, как он объяснял. Прикрепил правило, сделал лекало, и как итог, откосы сделаны своими руками. А вот так выглядел сам процесс. За окном, кстати, тем временем наступила зима. Вот что в итоге получилось. К сожалению, у меня нет отснятого процесса установки потолка и шпаклевания комнаты. Потолок покажу, как делал я на кухне, там все один в один, точно так же. А процесс шпаклевания не очень сложный и неинтересный. Вот и все. Осталось покрасить потолок, наклеить обои, постелить пол, и комната готова. Всем удачи, пока!